Эффективная маскировка, невероятная скорость и головокружительные атаки. Один из самых удивительных хищников, который чувствует себя превосходно в любых условиях. Однако действенные тактики могут пойти не по плану, ведь даже при точнейших расчетах горы диктуют свои условия. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска — Снежный Барс. Ирбис или Снежный Барс – настоящий отшельник, который приспособился к жизни на высоте до 6000 метров. Его можно встретить в горах Центральной и Южной Азии, где этот кот с легкостью перемещается даже по отвесным склонам. Мощные широкие лапы обеспечивают надежное сцепление. Острые когти помогают взбираться по скользким камням, а невероятных размеров хвост помогает удерживать равновесие, что особенно актуально при прогулках на краю пропасти. Большие легкие и сердце адаптированы к разреженному горному воздуху, а густая и длинная шерсть делает кота невосприимчивым к пронизывающим ветрам и морозным зимним ночам. В распоряжении Снежного Барса огромные территории, но эти места не лучшие для жизни, и чтобы найти подходящую добычу, Ирбис вынужден преодолевать до 30 километров ежедневно. До тех пор, пока не наткнется на стадо крупных копытных, для поимки которых нужна особая тактика. Это трудоемкая операция, требующая максимальной концентрации, выдержки и превосходных тактических навыков. Несмотря на размеры, за счет маскировочной окраски Ирбис может становиться абсолютно невидимым. Прижимаясь к земле, он перемещается короткими перебежками, то и дело затаиваясь и планируя каждый шаг. Одно неверное движение, и добыча ускользает, после чего все приходится начинать сначала. Снежный Барс может охотиться днем, но сумерки и ночь заметно упрощают охоту, делая мастера засад еще менее заметным. Хотя и здесь малейший шорох может испортить часы преследования. Даже детеныши становятся трудной мишенью, ведь за счет малого веса они не уступают в прыткости взрослым, и даже без достаточного опыта превосходно перемещаются по скалам. Барс лучше многих подготовлен к сложным забегам. Он умело маневрирует и сохраняет высокую скорость, стремительно уменьшая дистанцию. Но, казалось бы, успешное нападение рушится под тяжестью животного, падение которого смягчает река. У Ирбиса превосходное зрение, и чтобы в полной мере им воспользоваться, охотник взбирается на самую вершину, где расстояние в пару километров не помешает ему заметить замаскированную на фоне скал добычу. К тому же, находясь выше, коту проще планировать атаку и сохранять незаметность, ведь вряд ли горные скалолазы осознают, что угроза может исходить не только снизу. Но все же наличие копыт наделяет животных невероятными способностями, и даже застигнутые врасплох, бараны могут с легкостью уйти от погони. Чтобы не дать добыче среагировать, нужно действовать максимально быстро, но излишняя спешка грозит обернуться незапланированным полетом. Гибкое и относительно легкое тело хищника позволяет пережить такие падения. Даже в смертельно опасной ситуации Ирбис не выпускает свою добычу, которая уже вряд ли сможет сопротивляться. К сожалению, столкновение с острыми камнями не прошло бесследно и для Барса. Травмы лишили его былой мобильности, что уже совсем скоро может стоить охотнику жизни. Погоня за превышающими в весе копытными грозит не только падением с опасной высоты. Гигантские рога баранов и козлов даже при случайном столкновении могут нанести глубокие раны, и далеко не каждому охотнику удается выжить после столь серьезных травм. Охотиться в долине куда безопаснее, но на равнине слиться с местностью заметно сложнее, к тому же в стаде множество бдительных особей.
Десятки глаз пристально следят за местностью, и стоит лишь одному поднять тревогу, как все моментально обращаются в бегство. Леопард очень быстр. Его прыжки невероятно длинны, но он не способен к забегам на длинные дистанции, ведь погоня не только отнимает множество энергии, но и в считанные секунды перегревает облаченное в плотную шерсть тело. Поэтому без внезапности самая скоростная погоня может обернуться потраченным впустую временем. Однако и на склонах сохранять невидимость не всегда так просто. Несмотря на название, снег не лучший друг снежного барса. На светлом фоне маскировка кота теряет эффективность. К тому же заснеженные склоны могут быть смертельно опасны, и одно неверное движение грозит обернуться падением в пропасть. Также снег заметно усложняет погоню, и от провалов не защищают даже широкие лапы. Тем не менее, хищник вынужден бросать вызов стихии, ведь чувство голода актуально в любое время года. Снежный барс способен справиться с добычей, втрое превышающей его в весе. После успешной охоты он оттаскивает жертву в укромное место, но насладиться трапезой удается не всегда, ведь поблизости обитают волки, для которых горы также не становятся препятствием. Тибетский волк уступает в размерах ирбису, но у него плотное телосложение, более мощные челюсти и, главное, поддержка себе подобных. У одиночки нет шансов против целой стаи, поэтому он оставляет трофей на съедение конкурентам. Серые волки – одни из немногих врагов снежного барса, но кот не входит в число мишеней, ведь он заметно превосходит псовых в гибкости и маневренности, что в горных условиях делает его попросту неуловимым. Ирбис избегает волков, но он не собирается терпеть наглость лисицы, которая мгновенно понимает, что к чему. Охотник предпочитает обедать в полном одиночестве, и даже назойливые сороки без труда выводят его из себя. Невзирая на невероятную приспособленность и уникальные навыки охоты, снежный барс является одним из самых редких хищников планеты. Браконьерство и развитие сельского хозяйства потеснили ирбиса с большей части его владений, и сегодня в мире осталось не более 7000 особей. Однако поразительная маскировка, действенные тактики охоты и выбор наиболее труднодоступных мест для жизни позволяют этому грациозному хищнику по-прежнему сохранять звание настоящего царя горы. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!